Я закрываю глаза и вижу его перед собой. Началось. Чем ты выгодно отличаешься от других? Европа не могла себе такого позволить. Почему? Что-то из этого — это игра. Моя игра. Мои правила. Ты водишь. Давным-давно в далекой-далекой галактике одним вечером собрались 4 в студии звукозаписи, чтобы создать новый выпуск развлекательно-познавательной игры «Ты водишь». 2 за столом объединены в команду. Они не знают, какая тема игры их ждет в этот раз. Есть еще один участник, у которого была возможность подготовиться, потому что он знал заявленную тему заранее. Кто же победит, решит игра, которую в этот раз веду я. Меня зовут Настасья. Всем привет! Привет. 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 Я думаю, что по началу вы уже могли догадаться, какая тема нас ждет сегодня. Да? Александр Сергеевич Пушкин. Хогвартс. Сегодня тема игры «Да пребудет с тобой сила». Стартрек. И здесь я хочу обязательно уточнить для всех, кто любит писать эту фразу под своими постами, ребят, пребудет. Все присутствующие — это мои коллеги Виталий, Я есть тут. Даша Да-да. и наш гость. Представься, пожалуйста. Привет, Ярослав меня зовут. Я лечу зубы. В основном лечу зубы, в общем-то. Они в основном. Так бывает, качалочку хожу и пишу биты. Воу, вот это необычное сочетание профессий. Слушай, раз ты лечишь зубы, значит, можно предположить, что ты стоматолог. Да, я, может, неправильно выразился. Я не лечу их, я их как бы вставляю. Я ортопед. Я думал, протезист, правильно. Протезист, да. А чем ортопед от ортодонта отличается? Ортодонт с прикусом работает. Там брекеты ставит, лайнеры и все такое. А правильно, лайнеры или элайнеры? Для тебя, Виталий, как угодно. И я сейчас подумала, что наверняка есть некая профдеформация, да, и, возможно, ты просто сразу у всех присутствующих сканируешь рот, чтобы предложить подходящий спектр услуг. Но если честно, то да. Я уже у всех заметил. Ну ладно. Все, что нужно было. Это как в качалке тренеры тоже такие: о, тебе точно нужно ко мне. А, кстати, вот такой вопрос. Был такой известный исполнитель, Фредди Меркьюри его звали. Да. Так вот, ему журналисты периодически предлагали исправить его зубы, которые были просто рудиментно, катастрофически, Да. невероятно огромного размера. И он им всегда отвечал, что он этого делать не собирался. Но он это делал элегантно или не элегантно. Так или иначе, зубы — это резонаторы. Да. И то есть, если мы что-то поменяем, даже если нам не нравится в наших зубах, есть ли риск, действительно риск, что голос поменяется навсегда? Голос не поменяется, а и звукоизвлечение точно, потому что даже пациенты, которым я там меняю полностью прикус, полностью типа челюсти меняются, там все зубы, да, под снос, там все новое, то они по-другому разговаривают. Зубы под снос. Да, у них меняются звукоизвлечение, поэтому вот когда приходят типа там работники с голосом, что связано, радио, и актеры и так далее, то им все нужно делать так, как было, просто, например, светлее, там, темнее, то есть ничего не менять там по форме зубов и так далее. Это как гитаристам тоже. Что, руки нельзя отрубать? Ну. Ладно, как-то так получилось, что мы от темы нашей игры ушли. Разве? Да. Мы улетели к звездам. Итак, сегодня игра посвящена вселенной «Звездных войн». Я не могу не спросить, смотрели ли вы фильм, что вы знаете вообще про «Звездные войны», увлекаетесь ли, есть ли у нас фанаты? Я не фанат. Я смотрел, но это было очень давно. Все, что я могу сказать. Я тоже не фанат. Но у меня одно из самых ярких впечатлений детства, наверное, это когда открыли кинотеатры нового типа уже с попкорном там и так далее, и как раз показывали... Как называлась эта часть? Какая именно? Я не знаю, про какую ты Первая, говоришь. вторая, Ну, третья? начало нулевых какая? Первая часть выходила, я сейчас не вспомню название в хронологическом порядке, но это была первая часть, она выходила, по-моему, в 2000 или в 2001 году. Вот на эту часть. Да-да, я хотела. тоже ходила в кинотеатры нового типа, это очень яркое детское воспоминание, но, тем не менее, вы не фанаты, а я фанат, поэтому сегодня игра будет посвящена интересным фактам об этом фильме, о героях, и, возможно, если вы давно смотрели «Звездные войны», то вам придется руководствоваться интуицией, Силой. своей фантазией и, конечно же, силой, которая вам сегодня поможет. Я предлагаю не откладывать в долгий ящик этот процесс, и первый вопрос. Я согласен. Знание — свет, путь укажет нам. Как называется разумная микроскопическая форма жизни, находящаяся внутри всех живых существ согласно вселенной «Звездных войн»? Стрептомицеты, бифидобактерии, мидихлорианы или митохондрии? Я точно убираю
два варианта. Это митохондрии и бифидобактерии. Бифидобактерии, Да. конечно. То есть остаются какие-то стрептомицеты и мидихлорианы. Но судя по Да тому... мидихлорианы, наверное. Ну да, судя по тому, что «Звездные Тоже так войны», думаешь, там что-то такое должно быть. Может быть, у Ярослава есть какие-то версии? Ну, это изи каточка, на самом деле. Тут, да? ну, реально, тут не нужно быть фанатом «Звездных войн». Сейчас такое, Это- бифидобактерии. Да нет, это митохондрии. 100%. Не, это мидии-хлорианы. Миди. Миди и хлорианы, да. Это две Ролл подружки. с мидиями. И, пожалуйста, напиток с хлорианами. Я так понимаю, что у нас есть два ответа. Да, Это миди-хлорианы. 1-1. Да. Чудесная ситуация, когда с первого хода начинает меняться счет. Действительно, по сюжету мидихлорианы являлись некими посредниками между разумными существами и всеобъемлющей энергией, которую называли сила. Количество мидихлориан определяло потенциал силы в каждом существе. Оказывается, что вы очень даже фанаты «Звездных войн». Естественно, мы скрывали просто. А мы едем дальше. Второй вопрос. Разучиться должен ты, чему учился. Все кинофильмы оригинальной трилогии и трилогии приквелов сняты в одном жанре. Как именно он называется? Космическая опера, галактическая сага, космический боевик или космическая фантастика? Галактическая сага. Вообще Ну все. да. Какие-то вопросы прям Единогласно. из школьной программы. Вы знаете, я предлагаю вам еще подумать. Ах, вот так Ага. вот, да? Это будет моя подсказка. Ну, давайте я отвечу. Космическая опера. Отлично. Эрудиты. Мы не будем менять решение? Не, давай мой космический боевик. Ну это Ну, глупость. Там же есть перестрелки. Ну это же 100% Погони неправильный есть, ответ. да, Даш, ну Я больше вспомни. склоняюсь к космической фантастике, раз уж на то пошло. Да ты что, все реально. Ты что? Это просто в будущем будет. Ты просто, Судьба фатальна. Но Да. Фантастика то, что не может быть на самом деле, а это все вполне империя, может быть. Ну да. нет, а почему Ярослав сказал опера? Ну там Почему? поют, скорее всего. Просто мы не замечали. Почему? А потому... Началось. Так, все, давай выбираем, галактическая сага или космическая фантастика? Давай боевик. Да почему? Ну, мне нравится. Чем? Я давно Тебе бы- просто нравятся боевики? Давно не смотрел. Мужчина, блин. Да. Давайте пробежимся по каким-то характеристикам. Может быть, это вам поможет. Давай. Ну, в опере там женщины поют. Почему? Не всегда. Не обязательно. Это мои познания оперы. Сага, Когда быть сломался. там ведьмак, скорее всего. Почему ведьмак? Может, вампиры с оборотнями? Ну, может, вампиры. Кстати, да, этот же, да, чудесный мужчина, картошка, он же из саги. Бэтмен? Мгм. Боевик, ну, там стреляют, убивают. В среднестатистическом все-таки должны, да, Ну да. кого-то А уничтожить. фантастика, там что-то, вымышленное. Я за сагу. За сагу. Да я тоже за сагу, но раз уж дали подсказку, я Так, скажу все, опера. наш ответ — галактическая сага. Ответ принят. Воистину подобен чуду ум ребенка. Ярослав, ну твоя стратегия, она помогла тебе, потому что в этот раз ты зарабатываешь Ну, 1 вот балл, и счет становится 2-1. Космическая опера или космоопера – один из поджанров приключенческой научной фантастики, который обычно определяется по некоторым формальным признакам. Во-первых, действие происходит в космическом пространстве или на других планетах, в условном антураже и, как правило, включает в себя конфликт между оппонентами, применяющими могущественные технологии. Вспомните, например, «Звезду смерти» из Мгм. «Звездных войн». Конечно. А вот, собственно, И она для Мгм. эрудитов замигала где-то слева сбоку. Опера, представляешь? Опера. удивительно, Как? невероятно. Как это вообще возможно? Едем дальше. Как называется раса похожих на медвежат существ, населяющих спутник планеты Эндор? Телепузики. Экивоки, эвоки, уоки-токи или чубаки? Ляля. О, По. Я точно помню, что что-то на «э». Это 100%. Вот только экивоки или эвоки. Что-то из этого — это игра. Ну, Чубака — это Настольная. Сева Ловкачев, он один такой. Чубака один, по-моему, Чубак много. Уоки-токи — это какая-то корейская еда. Эвоки, экивоки — что-то из этого правильно, что-то из этого настолка. Ну, Эвоки наверняка. Не экивоки, точно? Экивоки — это действительно есть такая игра, Там был- насколько я помню. Если точно есть игра, значит эвоки. Вот, да, и произносится Эвоки, а не Эвоки. Ну. Да ведь? Ну да. Или как? Ну, Или нет? так да. Или да? Да. Или да? Ну все, Эвоки. Да. Ответ принят, Ярослав. Я сегодня ел суп мисо перед эфиром. Такого варианта нет. Короче, токи там были, значит, они подходят. Медвежата, вот
в вопросе, как будто бы на Чубаки намекает, а планета Эндор как будто бы на Эвоки намекает. Давайте я Чубаки скажу. Ты уверен? Да, 100 пудов. Отлично, ответ принят, и счет снова меняется и становится 2-2. Ей! Потому Ура, что ура. эти вымышленные существа, похожие на медвежат, действительно называются эвоки. Это вымышленная раса существ. Они впервые предстают перед зрителями в фильме «Звездные войны», эпизод 6 «Возвращение джедая». А ты все эпизоды смотрел? Я все эпизоды смотрела. Визажист Стюарт Фриборн создал образы всех персонажей оригинальной трилогии «Звездные войны». Это как раз вот те старые фильмы. Для моделирования куклы магистра Йоды он скрестил 2 лица, взяв за основу свой облик и добавил к нему еще одного известного человека. Кто же это был? Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль, Стивен Спилберг или Джордж Лукас? Ну, а кто снимал? Джордж Лукас. Да, Да. Но, скорее всего, это не он. как будто бы Эйнштейн, да. Ты помнишь этого странного? Как выглядит Ну, Йода? Йоду-то, конечно, вот я закрываю глаза и вижу его перед собой. Точно не Черчилль. Ну, это странно, Там да. же это, сигара должна быть. Это по идее. явно вброшенный вариант. Да. Да, ну, а Черчилля помните, как выглядит? По-моему, Такой, похож. Как бульдог, Харламов. Чем? Не, не похож. Мне кажется, это либо какой-то привет режиссеру, Мгм. либо все-таки должны быть не только черты лица, но и какие-то привычки и Поведенческие. манеры поведения. Тогда Да, точно да, Эйнштейн. да. Ну, вот. Он же странно говорил. Он говорил странно, да. Ну, и думал тоже странно. И он за силу. Гений. Он же силу придумал эту. Е равно МЦ квадрат? Да. Это Эйнштейн? Странно тоже Да. думал он. Ярослав, какие есть мысли? Да я сначала Черчилль думал, потому что просто лицо вспомнил, и мне показалось похоже. Но вот так помозговали с ребятами. Я чувствую, что у вас уже одна команда образуется Да нет, сегодня. я их ненавижу, я их победю. Я победю. Победу ты сказал? Это не победа. Ну, я тоже, честно говоря, вот так вот уже думаю, Эйнштейн. Альбертик. Да, Альберт Эйнштейн. Ответ принят. Эрудиты. Ну что, Эйнштейна Да. выбираем? Сегодня вы прям повторяете Ну, друг мне за другом. нравится. Ну, это банально, но как будто бы подходит. Я так и готовился. Я просто ничего не смотрел, вообще ничего. Может быть, новый какой-то вот из В стену недавних. просто. Да, и ввел просто вот интересные факты о «Звездных войнах». Вот это не попалось. Отлично, счет снова меняется и становится 3-3. Ей. Да, действительно, лицо Альберта Эйнштейна использовалось для создания сначала куклы, Мгм. которая фигурировала в оригинальной трилогии, а потом уже для компьютерной модели, и некоторые его морщинки мимические, форма лица вот частично... Морщинки? Морщинки. Как комплиментарно ты Такие. Небольшие. назвала эти впадины. Марианские. По размеру меня судишь? Не важен размер. На каком религиозном сооружении можно увидеть скульптуру Дарта Вейдера? Собор Святого Патрика в Нью-Йорке, собор Святого Марка в Венеции, Вашингтонский кафедральный собор или собор Дуомо в Милане? Ничего себе. Да, сложно. Ну, Скульптура? подразумеваю, что Вашингтонский кафедральный собор. Почему? Ну, потому что мне кажется, что это либо Нью-Йорк, либо Вашингтон. Европа не могла себе такого позволить. Как будто бы Нью-Йорк, он вообще столица всех самых ярких мероприятий, несмотря на то, что столица США — это Вашингтон. Поэтому, конечно, напрашивается сам собой Нью-Йорк. А мне нравится дома. Дома нравится? Дома. Дома ты Я- поешь сегодня. Я Потерпи пошел. чуть-чуть. Не, ну собор дома в Милане звучит как будто бы подходящее к Дарту Вейдеру, А ты нет? помнишь, как он выглядит? Да откуда? Я вообще ни одного из этих из ла-ла-ла-ла-ла изо рта вытащите у Вот меня нет, вот что-нибудь. так говорил Чубака примерно. Дарт Вейдер. Ну, Ни это вот это нечто одного иное. не помню собора из этого списка. Но дома как будто бы вот... Да прекрати, какой еще дома. Ты помнишь такой собор? Нет, я, к сожалению, в Милане не успела побывать. Мгм. Ну, выбирай ты тогда. Давайте запустим отсчет. Вашингтон — это слишком официально как-то, поэтому, наверное, все-таки это Нью-Йорк. А если они провокаторы? Ну, ответьте ради приличия дома, может. Ну, и выиграем. Пока эрудиты решаются, Ярослав. Ну вот, Нью-Йорк, по-любому. По-любому, ответ принят. Ребят, Ну, давай, раз уж мы пошли по Америке, то пусть будет Вашингтон. Ой, ну ладно. Это, конечно, очень самый странный ответ. Да, Но да. он мне первым в голову пришел, ладно? на самом деле на Вашингтонском кафедральном соборе одна из горгулей выполнена в виде головы Дарта Вейдера. Я знала это с самой первой секунды. Это стало возможным благодаря конкурсу для детей на лучшее украшение западных башен собора, в котором победил проект скульптуры данного персонажа «Звездных войн». Ничего Так себе. что дети вот внесли лепту. Счет у нас 4-3 в пользу Мгм. эрудитов. И еще один вопрос. Класс.
Какой персонаж «Звездных войн» получил имя от русского слова? Оби-Ван Кеноби, Падме Амидала, Чубака или Джабба Хатт? От русского слова. Джабба? Джабик Хазби. Хазби. Ну, то есть это что-то должно быть просто созвучное. А Джабба Хатт это кто? Не от слова жаба. Это который большой такой, Джабба Хатт? Или который... Нет, это который длинный, с ушами. Это противный вот этот вот, да, большой такой вот этот вот. Ну, он похож на слизняка больше. Это Джабба Хатт, мой ответ. Чубака и Но. похож на собаку, и созвучно с собакой. Да. А, кстати. Как будто бы собака. Собака. Может, собака? Может, собака. А может, Оби-Ван Кеноби? Слишком сложно. Тут простой какой-то ответ должен Падме быть. Амидала, знаешь, как будто бы что похожее. Ты там подметала? Да. Такое? Падла подметала. Какой-то каламбурчик намечается. Значит, жаба, собака. Падла. Да, я предлагаю вам для всех вариантов, да, подобрать какой-то аналог. Ну вот с Оби-Ван тяжело, конечно. Ну, рэпер такой, да, есть? Ну да. Я почему-то уверена, что это Чубака. Чубака? Ну давай Чубака. Ну он выбивается из всего списка, и как будто бы да. На самом деле Чубака собака больше всего подходит. Но я отвечу Джабба Хатт, потому что вот так первый раз Джабба показалось. Хатт. Потому что в такой стране живем. Жаба, соу. Все может быть. Да, правильный ответ Чубака. На создание образа Чубаки из «Звездных войн» Джорджа Лукаса вдохновил его пес, сидящий на переднем сиденье автомобиля. А само имя Чубака было придумано на основе русского слова «собака». Собака Чубака. И сейчас мы узнаем, кто Ярослав из вселенной «Звездных войн». Будет серия вопросов для тебя, и по итогу мы узнаем, может быть, ты Джабба Хатт, а может быть, Падме подметала. Падла подметала я. Падла адмирала. Лгать и сеять вокруг себя недоверие станет он сейчас. Ярослав, чем ты выгодно отличаешься от других? Своей целеустремленностью, наличием множества талантов, удачливостью, незаурядными умственными способностями или развитой интуицией? Развитая интуиция? Твоя слабость — это мысли о прошлом, зависимость от других людей, азартность, сочетание вспыльчивости с перфекционизмом или недостаток терпения. Азартность, да. Азартность. Оказавшись в далекой-далекой галактике, ты бы точно смог собственноручно создать световой меч, какое-нибудь средство передвижения, космический корабль, дроида или новый орден джедаев. Протез. Зубной. Зубной Ну, можно, протез. кстати, какие-то параллели провести. Меч я могу. Настоящие друзья — это миф. Они не станут вести себя так, будто ты их собственность. Они остаются вместе с тобой на всю жизнь. Они никогда не станут тебе лгать или всегда выручат тебя в трудной ситуации. Ну, тут много подходит. Да, последнее. Так совпадает, но реально, да, последнее. Всегда выручат тебя Да. в трудной ситуации. Я думала, будет ответ бриллианта. Такая подача Лучшие была. друзья, да. На какой из планет галактики ты бы обосновался? Это не важно, ведь рано или поздно ты станешь властелином всей галактики. Тебе нравится пустыня. Ты бы предпочел путешествовать, а седлая жизнь — это вообще не твое. И ты выбираешь между засушливым Татуином и огненным Мустафаром. Мне не важно, какая планета. Я на любой стану этим властелином. Выбери наиболее подходящее тебе оружие. Световой меч, боевой посох, мощный бластер, звезда смерти, небольшой корабль-истребитель. Звезда смерти? Самая большая, наверное. И последний вопрос для тебя. Что такое сила? Вот когда говорят «да пребудет с вами сила». Это то, что дает джедаю или ситху огромное могущество. Точно не знаю, как проявляется сила. Это что-то вроде всемогущего духа, проникающего во все живое. Это особый дар. В чем сила, брат? Сила в проникновении. Проникает, там. да. Сила в проникновении. Мгм. И ты Люк Скайуокер. Е. Ничего себе! С каким Повезло. человеком мы сегодня сидим, а? А кто это такой, в чем его особенности, я предлагаю тебе узнать, посмотрев хотя бы один из фильмов. Советую, чтобы это была трилогия не первая оригинальная, а вторая. А вы в комментариях пишите «Люк, я твой отец». Или другие версии, которые у вас есть. Ребят, спасибо за эту игру. Спасибо тебе. Да пребудет с вами сила. Проникай в меня поскорее. О себе сейчас говоришь ты? Или о ком-то другом? Ну, а у Ярослава есть сила в том, что он может выбрать ведущего на следующую игру. Сейчас сила выберет ведущего. И И... это Дарья. Не забывайте подписываться на наш канал в Телеграм. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Мгм. Там много всего интересного. А если вы не можете никак найти, как же на нас подписаться, вы просто в поисковике вбивайте «Ты водишь подкаст», и сразу вылезут вам и Apple подкаст, и Яндекс.Музыка, и все возможные варианты. Да и все, хватит с вас. Подкасты InSpirit Studio.